Здравствуйте! В прошлом выпуске мы рассказали о белокочанной капусте, а сегодня речь пойдет о брюссельской капусте. Этот маленький круглый шарик, похожий на крошечную капусту, на самом деле называется брюссельской капустой. Эти восхитительные представители семейства капустных любят прохладную погоду, поэтому лучше всего они дают урожай осенью или в начале зимы. Капуста невероятно полезна. Плоды богаты антиоксидантами, которые помогают предотвратить повреждение клеток в организме, богаты клетчаткой, витаминами К, С и В6, калием, железом, тиамином, магнием и фосфором. Витамина С в капусте больше, чем в лимоне. Овощ также является хорошим источником жирных кислот, такой как альфа-линоленовая кислота омега-3. Кроме того, в брюссельской капусте есть белок. Диетологи утверждают, что суп из такой капусты по составу микроэлементов приравнивается к куриному бульону. Капусту считают средством для похудения. Но, несмотря на все достоинства брюссельской капусты, далеко не все люди ее любят. Дальний родственник дикой горчицы, которую когда-то выращивали древние римляне, брюссельская капуста получила свое название от Брюсселя, столицы Бельгии, страны, где ее впервые начали выращивать в XVI веке. Это еще относительно молодой овощ. Растет она на самом деле не на кусте, а прямо на стебле, вот так. Брюссельская капуста, особенно ее зрелые растения, устойчива к низким температурам. Капуста растет и развивается при температуре 5-8 градусов Цельсия. По холодостойкости брюссельская капуста превосходит позднеспелые сорта капусты белокочанной и без последствий выдерживает кратковременное похолодание до минус 10 градусов Цельсия. Капусте это никак не может навредить. В то же время высокие температуры губительно действуют на культуру, снижая качество продукта и задерживая формирование урожая. Этот овощ любит умеренный климат и долгую теплую осень, так как медленно растет и развивается. В странах Западной Европы, где зимы теплые, она выращивается в открытом грунте даже в зимнее время. Вот так выглядит брюссельская капуста в марте, которая простояла неубранной всю зиму. Удивительно, но капусту защищают внешние листья. Такая капуста после заморозки имеет очень сладкий вкус. Несмотря на желтый цвет растения, плоды на нем все еще имеют зеленый цвет. Плоды фиолетового цвета – это новый сорт брюссельской капусты Изабелла. В отличие от других сортов брюссельской капусты, Изабелла обладает более выраженным пикантным вкусом. Свой красивый фиолетовый цвет она сохраняет и после термической обработки. В европейских странах брюссельскую капусту выращивают с применением самых передовых технологий. Одним из ключевых факторов является использование высокотехнологичных семян. Благодаря постоянному скрещиванию и оптимизации, европейские генетики создали семена высочайшего качества для брюссельской капусты. Треть семян капусты поставляется на рынок из Голландии. Так как же на самом деле происходит выращивание этих крошечных капусточек? Семена растения высаживаются в модульные лотки, которые полностью автоматизированы. Для улучшения роста семян в почву добавляют синтетические питательные вещества. Лотки обеспечиваются водой и содержатся внутри теплицы. Здесь рассада будет расти 2-3 недели, пока не будет готова к высадке в открытый грунт. Как только наступает время, саженцы доставляют на основное сельскохозяйственное поле и высаживают с использованием современных машин. Эти машины могут высаживать 8 рядов рассады одновременно. Процесс их работы завораживает. Для улучшения роста молодых растений почву заранее хорошо подготавливают. Лучше всего подходит рыхлая почва. Она растет на плодородной оккультуренной почве, на открытых солнечных и слегка затененных участках. Между посаженными растениями соблюдается расстояние в 10 см.
Для полива используют систему капельного орошения. Брюссельская капуста – устойчивое растение, но ее рост и скорость сбора урожая во многом зависят от заботы фермера. Главное здесь регулярный полив растений и удаление вредных сорняков. Также нельзя сажать капусту после капусты и других растений семейства крестоцветных из-за общих болезней и вредителей. В пазухах листьев на вершине сильно укороченных стеблей образуются небольшие, величиной с грецкий орех, качанчики. На одном растении образуется от 20 до 40 и более качанчиков диаметром 4-5 см. По внешнему виду качанчики напоминают обыкновенные белокочанные вилки в миниатюре весом от 10 до 15 грамм. Мини-капуста образуется на длинных стеблях высотой до 80 см. Качанчики группируются вокруг стебля в виде спирали. Брюссельская капуста не подлежит длительному хранению, поэтому ее собирают непрерывно без выходных. Срезая верхушки, фермеры останавливают рост стебля. Капуста – очень влаголюбивое растение, однако недостаток влаги переносит лучше других видов капусты из-за мощной корневой системы. Убирают урожай брюссельской капусты с октября до глубокой осени, выборочно отламывая сформировавшиеся качанчики по мере их созревания, начиная с нижних, более крупных. Перед началом сбора урожая фермеры проверяют качество плодов. Они должны быть темно-зеленого цвета. При сдавливании вилка капусты должен появиться небольшой скрип, подтверждающий зрелость капусты. Не следует спешить с уборкой брюссельской капусты, так как преждевременное снятие урожая чревато ухудшением вкусовых качеств продукта. Капуста будет отдавать горечью. Во многих странах и для более деликатной уборки капусту собирают вручную. Это нелегкий труд. Сборщики кладут капусту на конвейерную ленту, которая переносит плоды в машину, где их помещают в контейнер. В Европе для уборки брюссельской капусты используются специальные комбайны, в которых люди обрезают стебли и пропускают капусту через молотильный аппарат. В настоящее время полностью автоматизировать процесс уборки урожая невозможно, поэтому комбайны представляют собой оптимальное сочетание ручной уборки и автоматической сортировки урожая. Сначала циркулярная пила срезает стебель растения с плодами, затем рабочий отправляет его в маленькое черное отверстие комбайна. Внутри механизм, похожий на гигантскую вращающуюся точилку для карандашей с 6 ножами, быстро вращается вокруг стебля, срезает качанчики и протаскивает стебель дальше. Стебель очищается каждые 6 секунд. По транспортеру срезанные качанчики попадают в бункер. Перед этим они проходят через сито и вентилятор для удаления мелких листьев. Такое простое и эффективное решение позволяет очень бережно относиться к собранному урожаю. Через роликовый транспортер крупные листья и стебли выбрасываются машиной на поле. Со временем они сгниют и превратятся в удобрения. Машина движется по полю очень медленно, со скоростью примерно 200 метров в час. Вот как это работает. В передней части машины сидят 4 оператора, каждый из которых закреплен за рядом культуры. Каждый ряд имеет управляемый рычаг со стеблерезом. Машина движется по полю, срезая каждый стебель урожая. Затем операторы вручную подают стебли в очистительные головки. Оптический сортировщик выявляет качанчики, которые имеют другой цвет или плохую форму. Струя воздуха быстро выталкивает их обратно на поле. Средняя производительность комбайна составляет 1,5 тонны капусты в час. В загрузочный бункер помещается 17 кубометров плодов, что позволяет осуществлять уборку с минимальными остановками для выгрузки урожая. Комбайн имеет стальные гусеницы шириной 80 см, так как сбор урожая в самые влажные месяцы года исключает использование резиновых колес, которые просто будут слишком сильно скользить. Операторам не очень комфортно работать, так как может быть сильный ветер и дождь, вокруг холод, сырость и грязь.
А вот капусте холод только на пользу. Те горькие вещества, которые присутствуют в капусте, с первыми морозами превращаются в сахар, и вкус становится гораздо мягче. Кроме того, известно, что в брюссельской капусте можно есть не только качанчики, но и листья. Они вполне съедобны и могут быть использованы в кулинарии для приготовления различных блюд. Листья можно есть как сырыми в салатах, так и использовать в готовке разных блюд. Однако большие листья могут быть слишком грубыми и не очень вкусными. Из брюссельской капусты научились выращивать гибриды под названием колетта. Это гибридное растение, торговая марка капустных ростков. Выведенные с использованием традиционных методов селекции, они представляют собой нечто среднее между капустой кале и брюссельской капустой. Колец имеют форму маленьких кочанов, которые выглядят как миниатюрные кочаны брюссельской капусты, но с мягкими листьями, похожими на листья кочанной капусты. Такую капусту собирают только тогда, когда температура опустится до нуля. Это позволяет увеличить количество сахара в плодах. После завершения сбора урожая качанчики доставляют на перерабатывающий завод, где они будут отсортированы, упакованы и в конечном итоге отправятся на продажу или на экспорт. На первом этапе производится грубая очистка. При движении по специальной конвейерной ленте из потока капусты удаляют остатки листьев, камни, землю и другие посторонние предметы. На следующем этапе капусту сортируют по цвету. Машина настроена таким образом, что отделяет плоды только зеленого цвета. Плоды бледные и желтого цвета отбраковываются. Дальше качанчики, движущиеся по ленте, сортируются по размеру. Этот процесс регулируется установлением разных расстояний между роликами, а также при помощи клеток разных размеров, через которые плоды проваливаются вниз. Наиболее востребованные крупные плоды диаметром 30 мм и более. На третьем этапе проводится окончательный ручной отбор плодов. Все, что не подходит под критерии отбора, позже становится кормом для скота. Дальше капуста отправляется на упаковку. Закрылки точно отмеряют необходимые 750 грамм продукта. Капуста упаковывается в сетчатые мешки, прежде чем отправиться в супермаркет. Весь процесс от сортировки до упаковки занимает не более 30 минут. На другой установке капуста упаковывается в пакеты. Перед отправкой капусты потребителям она хранится на складе в холодильнике при температуре 2 градуса. Брюссельскую капусту традиционно готовят на легком огне. Она готовится в подсоленной воде, чтобы сохранить ее текстуру и вкус. При варке в подсоленной воде капуста становится более мягкой и сочной, а также сохраняет свой яркий зеленый цвет. Вода должна быть подсоленной так, чтобы придать капусте небольшой соленый вкус. Купить брюссельскую капусту можно на рынке, хотя не все ее покупают, чувствуя горьковатый вкус. Но многие ее покупают, так как из нее много чего можно приготовить. Вариантов приготовления брюссельской капусты множество. Один из способов – приготовления на шампурах. Первое, что нужно сделать, это насадить брюссельскую капусту на шампур. Перед этим внешние листья очищаются. Это делается легко. Потом качанчики разрезаются пополам. Все это выглядит очень красиво. Шашлычки приправляются солью и сахаром. Сверху добавляют немного оливкового масла, бальзамический уксус и молотый перец. Шампуры помещают в духовку, разогретую до 160 градусов. Для завершения приготовления шашлыка его посыпают сыром пармезан. Капуста получается сладкая и терпкая. В некоторых ресторанах брюссельскую капусту готовят с рыбой. Для этого хорошо подойдет ручьевая форель. Жареная форель и картофель, обжаренные с брюссельской капустой на сливочном масле, создают незабываемый вкус. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!